Меня зовут Мельченко Елена Константиновна, 1939 года. Мама работала на платочной фабрике, была печатная машина, печатали платки вот такие вот. Папа работал фотографией ретушером. Мама, когда вышла замуж, она вышла с... Мы переехали от Днепра возле моста Патона, у нас был дом. И перед самой войной, в 1940 году, снесли нас на пшеничное поле Совского колхоза, были посеяно, жито было посеяно. И на этом жите поставили 4 колышка, наш участок отметили. Мы в мае 41-го оформляли этот участок. Мы перевозили в войну эти все перегородки, весь лес, то, что было в старом доме. И когда к нам в скорости поселилась еврейская семья, у них в Бабье Миру погиб Мирончик. Тетя Эмилия все время плакала, до истерики плакала. Она называла его Васик и по-разному, но потом мы узнали, что его Мирончик звать. А в тете Эмилии была маленькая Манечка. Эту Манечку она родилась в 41 году, в мае, в 41 году. Малюсенькая она была. И ей приходилось... А было такое время, что мама моя ходила на базар и брала с собой мою метрику, чтобы их забирали, были облавы. И на эти облавы тетя Аня тоже, тетя Эмилия, когда ходила, так она тоже брала мою метрику, потому что у меня украинская фамилия, и все-таки я хоть и старше, но все равно она ее выручала, чтобы ее не забрали от ребенка. Все-таки были какие-то льготы, и все-таки на что-то смотрели. А все-таки они терзались и сильно переживали, что этот мальчик погиб 10-12 лет ему было. Я, конечно, семью эту раньше не знала, а узнала только тогда, когда погиб этот мальчишка. И они, мама тоже молодая была, они немного старше были, но они к нам приходили, смотрели, как папа на крупорушку тер пшеницу для еды. И им мы бочки у нас были с того двора, мы соленье у нас было, мы с ними делились, чем могли. Вот такое. Даже приходилось на обмен, мама с ней поехала, она была в фуражке, пряталась, она старше была, мама молодая была. Там страшное дело было. Потом их забрали, все, что они везли, хотели продать в Виннице где-то. Потом они возвращались, и хорошо, что у тети Ани была, у тети Эмилии была четвертушка водки. Она дала этому мужчине, который провозил их в железе где-то. Они в этот вагон сели, и они приехали в Киев, плакали, переживали, как это все было. Там было тоже очень страшно. Немцы все позабирали в их. Скажите, пожалуйста, ваши родители понимали, насколько опасно помогать евреям? Да.
Да, мы очень хорошо понимали. Был такой случай. Здесь лежали балки с этого, с дома. И мама приходит, откуда-то пришла, я не помню, она уже не си- Два немца сидят на этих балках. Мама мотнула головой, как приветствие, и пошла домой, а сама вся дрожит, что нас уже нету. А приходит и я, маленькая, это где-то уже в конце, где-то 5 лет мне было, и папа инвалид детства, и его в армию не взяли, и потому они у нас как-то держались близко. Чем могли, помогали. Но в то время мы тоже ничего путем не имели. И они после, уже когда уехали, сделали в подвале на казачьей, там внизу, сделали подвал себе, больше раскопали, сделали комнаты, они там жили, потому что никто на квартиру они не могли. Этот дядя Исаак, муж тети Эмилии, был как бы наказан. В Киеве его не пускали, он жил под Киевом. И Шурик, этот спасенный нами Шурик, он писал даже Сталину, и ему дали ответ, и отпустили отца в Киев. Отец сделал в подвале сделал комнаты, и там они жили напротив. Это было после войны уже? Да, после войны. Потом дали им квартиру за Днепром. А уже новую квартиру, когда они ту продали, и мы ездили туда, Шурик нас возил. Он было часто приезжал к нам. Это было его как детство, как после войны, как он как-то держал за нас, любил папа, фотографией занимался. Так он тоже заглядывал с папой. Было так, что на работу папа устроился в ветеринарный ветснаб, работал, и там они помогали тоже нам при устройстве, а потом папа работал с ними, с этим, дедушка там неродный был, так он помогал ему, а потом весна пошел папа, и тот старичок тоже за ним пошел. Ну, чем могли, тем помогали. Скажите, пожалуйста, а вот вы говорили, папа Шурика, да? Он Да. был военнопленным Пленным. и не мог жить в Киеве. Да. И поэтому Шурик В писал Беличах, письмо. да, его в Беличах остановили возле Киева. Он долго не мог в Киеве. Спасибо. После Беличей Шурик, когда писал письмо, это, кажется, фантазия, но оно было. Шурик рассказывал. Мы, конечно, не были полностью. Это Шурик рассказывал. Как он даже в Москву писал. Следующий дом. За нами наш полуразрушенный дом только начали ставить а они жили рядом с нами. Я ходила к ним, уже 5-летний где-то. Мне было интересно, как они белье гладили. У них была рубель и качалка. Я этого никогда не видела, как просто не рублем и качалкой
Они чунки, потом бабушка Сима жила на Казачьей, так она была, приду, она со школы идут, зайдут, а у нее челки такие прям блестящие. Это даже в то время на примусе готовили. Он же коптил, а у нее челки прямо блестящие. Любовалась это. Вспоминаю часто такое. Но мы всегда то Иру, а бабушка Сима заберет, чаем попоет. Нам со школы далеко было ходить. Прятали от немцев было, тут у нас был погреб, и они, было время такое, что они бежали и в погреб прятались. Потом, ну, по-разному выходило так. После войны, ну как, они до 50-х лет где-то жили на Казачьей там. Было так, что приходилось, я со школы заходила к ним туда. Было у меня, я заболела, плохое было у меня состояние, так они мне, Шурик и Маня, нас привезли на санках сюда. Ну, так. А потом, после войны, Шурик с удовольствием приходил, он приходил как в детстве. Бывало, даже устраивали маленькие такие себе воспоминания. Готовили, что они привозили, что мы готовили. И нам всегда было весело о чем-то вспоминать. До сих пор никто не... Очень редко одна только у меня знакомая, которая знает. А как-то мы об этом всегда молчали, потому что кто знает, как отношения людей. А мы всегда, мы очень дружны были. И сейчас Димочка остался сын Шурика. Каждый 12 числа Шурик умер, Маня умерла, я не знала, как-то не знала, а Шурик, когда умер 12 мая, он умер, и мы каждый месяц друг другу перезваниваемся. Вчера было 12 число, и я думала позвонить ему вечером, а он мне позвонил. Дима, сын Шурика. Димочка, да, Димочка. И Олечка, она внучка, это уже дочка Димочки, Олечка. Она сейчас училась в Израиле, она окончила занятия, там занятия по-английски и по еврейским этим всем она училась. Сейчас она приехала домой. И я знаю, что он жил на участке 3 ниже. Полицай этот Федор. У него была жена, детей не было. Они ездили, мама рассказывает, с санками зимой ездили, обирали людей, брали, люди по селам ходили, они забирали у людей. Потом этот Федор как-то пришел, он узнал, что они евреи, не знаю откуда, выстроил их всех за нашим участком, забора тогда не было. Они все кричат, а отец мой услыхал. Приходит, а этот Федор жил тоже в Днепра, и перед войной нас многих этого временки, в которых они жили, тоже это от Днепра. И этот Федор от Днепра с тетей Барусей жили, сделали уже во время войны времянку, и они там жили. И
когда он их выстроил, и эта еврейская семья, все кричали, плакали, он требовал от них денег, требовал золота. Ну, их, конечно, не было, они отдали это все за эту времянку, чтобы скрыться. Они жили где-то за, ну, внизу, там, напротив, сейчас, фабрики, сейчас Рошен, они там где-то жили. Мы только узнали, когда они сюда перебрались. Вот так. Папа подошел к этому Федору и говорит, ты сейчас еврея убьешь, а завтра тебе немцы то же самое сделают тебе. Он часто потом приходил к нам, уже по-соседски, чтобы он не трогал их. Даже бывало так, что если было чего выпить, так даже его угощали, чтобы он не трогал их. Вот так было. Но это такое дело, вы знаете, оно все в душе как-то. Мы, когда тут стреляли, мы текали в Красный Яр, тут был Красный Яр, там вырывали большущие эти пещеры, и там жили люди, соседи, и с козами, и со свечками, и с питанием. Меня соседка подкармливала молоком, старушка. Так что жили мы в бедности, но жили как-то в дружбе, как-то мы держались друг за другом. Чем могли, тем помогали. Это когда Шурик пришел, он уже жил в этом, за Днепром где-то. Мы там не были. Потом уже Шурик нас на новую квартиру возил. А он пришел и сказал, ну кто ему подтвердит, когда мы вместе были, всю дорогу вместе были. Когда он стал оформлять это дело. И я не помню, это 2000 год, по-моему. Насколько я помню. Еще папа был жив. Потом папа в скорости умер. В 1938 году, в мае месяце, у них была свадьба, как бы свадьба. Меня